Всем привет! С наступающим Новым годом! Сегодня у нас международная новогодняя кухня. Да, и начнем со швейцарского фондю. Для него потребуется сыр с дырочками, 200 грамм эмменталя. Он похож на сыр Радомер. 100 грамм сливочно-цветочного сыра Джерси и 200 грамм сыра грюйер с ореховым привкусом. С фондю стоит быть гибким и легко сочетать другие твердые сыры, которые хорошо плавятся и которые продаются в вашем регионе. Как ни странно, по современным меркам фондю возникло не от избытка, а от бедности. Исторически сложилось так, что жители Альпийских гор нуждались в еде, которая могла долго храниться. Слегка подсушенный хлеб обрел вторую жизнь, когда было придумано сырное фондю. И мы сегодня подобрали достаточно простой рецепт. Итак, разогреваем керамическую чашу для фондю и натираем для аромата чесноком. Защекотало даже в пупке. Не удивимся, если этот момент вы зафиксируете в тайм-коде. Как оказалось, мы в спешке сделали температуру больше 180, чем и поплатились. Натираем стенки чесноком и вливаем 150 мл сухого белого вина. Кстати, кого это смущает, можете смело заменить на безалкогольное вино. Итак, выпарив алкоголь, кладем 500 грамм сыра и растапливаем фондю на маленьком огне. В стакан добавляем пол столовой ложки картофельного крахмала и жидкость, которая образовалась в фондюшнице. Перемешиваем и соединяем с фондю. Так мы получим более однородную сырную массу. Ставим подставку и поджигаем сухой спирт. Еще одну подставку для распределения пламени. И, наконец-то, чугунок. С чем же едят сырное фондю? С сухариками. Мы их заранее подготовили. Делать их лучше квадратной формы, чтобы было удобно накалывать. А еще идеальный тандем фондю с глазированным картофелем. Рецептом поделимся чуть позже. Макаем и пробуем. Классический бутерброд, хлеб, колбаса. И сыр способны сделать из злейшего Гринча добрейшего Деда Мороза. В общем, когда ешь фондю, попадаешь в другой мир, где идет другая жизнь, где не хочется спешить, бежать, толкаться, а просто жить и радоваться, как настоящие швейцарцы. Как вы уже поняли, в период съемки ролика времени катастрофически не хватает, поэтому выручает термос с чаем. Его мы заказали в AliExpress. В AliExpress вообще можно найти миллионы товаров, от чехлов и одежды до компьютерной техники. Забирать посылки из AliExpress – это как отдельный вид праздника, особенно если заказать несколько товаров. А дополнительной радостью может быть кэшбэк от сервиса Letyshops, который возвращает часть потраченных денег за покупку и помогает сэкономить. С 21 по 24 декабря Letyshops возвращает 3 раза больше за заказы в AliExpress. Они повысили кэшбэк до 15%. Но активировать его можно только со страницы акций, ссылка на нее есть в описании. Переходите в AliExpress, активируйте горящий кэшбэк и совершайте покупку. Если с обычным кэшбэком вы бы получили, например, 100 рублей, с горящим кэшбэком получите 300. Но будьте внимательны, кэшбэк до 15% доступен только по ссылке под видео. Кстати, кэшбэк – это еще не все. До 28 декабря можно поучаствовать в розыгрыше новой Теслы. Условие простое. Делаете заказ на $25 в AliExpress с кэшбэком от Letyshops, получаете билет на розыгрыш белой Теслы и других призов. Времени не так много, а чем больше билетов, тем больше шансов выиграть. Все детали смотрите на сайте или в приложении Letyshops. Поэтому регистрируйтесь и успейте словить не только горящий кэшбэк в AliExpress, но и билет на розыгрыш белой Теслы. Все ссылки, как обычно, в описании. А мы продолжаем нашу новогоднюю тему и готовим гуся по немецкому рецепту. Не забывайте подписываться и нажать на колокольчик, чтобы получать вовремя уведомления. У нас для вас еще очень много интересных идей. Итак, берем 5-килограммовую тушку и обдаем кипятком. Сначала солим снаружи и внутри. А затем перчим со всех сторон. Далее смешиваем 3 столовые ложки меда,
и 3 столовые ложки бальзамического уксуса. Теперь натираем кожу кисло-сладкой массой и оставляем мариноваться на 5 часов. Затем нарезаем на 4 части зеленые яблоки и кружочками имбирь. Начиняем гуся и закрепляем кожу зубочистками. Оставшиеся яблоки кладем в блюдо для запекания. Теперь вливаем 600 мл яблочного сока, открываем сухое красное вино и добавляем 200 мл. А потом еще 200. Запечатываем фольгой . И запекаем 4 часа при температуре 160. Смазываем еще раз медовым бальзамическим соусом и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 160. За это время приготовим гарнир – обещанный глазированный картофель. Отварив его в подсоленной воде, снимаем дружно кожуру. Далее берем 100 грамм сахара и карамелизируем на сухой горячей сковородке. Как только кристаллы растопились, добавляем 100 грамм сливочного масла, а затем картофель. Вспоминаю бесподобное картофельное пюре свекрови. Так вот, ничего вкуснее я не ела. Как оказалось, секрет идеального пюре заключался в добавлении сахара. Итак, карамелизируем картофель со всех сторон. Очень нарядный гарнир получается. Сначала выкладываем на общее блюдо гуся по-немецки, а следом сладкий картофель. Главное праздничное блюдо готово. Теперь нарежем.
Сочные кусочки мяса кладем на блюдо. Затем картошку и немного зелени. А как же помидорчик и соус? Как видите, Андрей доволен этим новогодним блюдом. А мы переходим к необычному десерту – крансикаки или крансикаги. Это торт, который является традиционным для Дании и Норвегии. Отделяем 4 белка и взбиваем. Затем к ним добавляется сахарная пудра 500 грамм. Торт выпекается из миндальной муки и может долго сохраняться. Потребуется также 500 грамм. Замешиваем тесто, которое по структуре должно быть немножечко похоже на песочное. Из приготовленного миндального теста надо скатать 18 или 12 тоненьких колбасок. Первую делаем длиною 12 сантиметров. А к длине каждой последующей добавляем по 2 сантиметра. Формируем из них кольца. Кольца выпекаем 10 минут на противне, выстеленным пергаментной бумагой при температуре 200 градусов. Следите, чтобы не подгорели. Для приготовления глазури один белок взбиваем с сахарной пудрой. Возьмите ее 150 грамм и добавьте немного лимонного сока. Торт крансикаки формируется путем складывания миндальных колец в виде пирамиды. Так как у нас несколько колец подгорело и поломалось, формируем торт из 12 колец, а для крепления используем белковую глазурь. Остается мало времени к Новому году, скоро 12, поэтому быстро рисуем елочку. Украшаем нашу елочку золотыми съедобными игрушками и флагом Дании. Теперь узнаем, какое вкусовое впечатление от крансикаки. Такое калорийное блюдо смело есть можно ночью только молодежи, а остальным лучше воздержаться до утра. Что мы и сделали, поэтому ждем впечатлений от Владика. Очень ароматный десерт, а вкус напоминает марципаны, только нежнее и по структуре не как конфета, а как печенье. А сладкое просто идеально. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!